Всем привет! Сегодня мы с вами посетим несколько кафе на Пхукете. Попробуем тайскую кухню и не только. Покажем цены на разные блюда и обстановку в местных заведениях. Вот мы подошли к одному из самых любимых наших заведений на Патонге, ну и в целом в Таиланде, на Пхукете. Это Ноти Нурис. Заведение, оно, насколько я знаю, где здесь вывеска, вот TripAdvisor, в первой тройке, вот по этому рейтингу TripAdvisor. Мы по нему любим анализировать и сравнивать кафешки, ну, в принципе, всегда угадывается с рейтингом. И едем мы сюда из-за одного самого популярного в этом заведении блюда. Сейчас мы вам покажем, что это. Мне кажется, сюда можно ехать даже, не знаю, если будет 20 километров. Вот ради этого сюда приезжать стоит. Ну, не только одного блюда, там, конечно, да, они... Это прям коронная. Да, у них короночка есть, но у них все очень вкусно. Напитки, ну, сейчас вы все увидите. Пошли. Как-то так вышло, что это наш стол, да, всегда? Да. Вот такое меню. Нурис Ноти Варунг называется. Здесь самая у них фишка, это вот, смотрите, это копченые ребра на гриле. Есть вот такие вот смоки рибс, да, с дымком, а есть с барбекю соусом. Мы оба пробовали, очень классно, конечно. Ну и остальные блюда, вот здесь жареные какие-то, барбекю тоже сате. Здесь тоже что-то как какое-то мясное. Здесь свинина нарезанная, да, вырезка. Здесь тоже какая-то вырезка. Здесь сате с яйцами, с чипсами. Ну, стоит, например, вот 499 бат. Это ребра. Ну и дальше. Тут все, в общем, вкусно. Картофель фри мы брали с трюфельным соусом. Стоит 200 бат. Тоже прекрасно. И мы еще здесь брали авокадо-салат. 250 бат. Прям шикарный. Мы берем одну порцию на двоих, потому что здесь большие порции. И мы берем, вот сегодня заказали сейчас ребра, салат авокадо, ну и напитки. Напитки сейчас я вам покажу, где. Здесь алкогольные напитки есть. Есть просто шикарные, вот смотрите, какой кокос. Вот кокос, да, 120 бат. Потому что сам кокос можно найти гораздо дешевле, даже на Патонге, где мы находимся. Тут 40 стоит, 50 максимум. В отдаленных районах Пхукета 30 бат стоит кокос такой. Смотрите. Вот туда посмотрите. И вот сюда. Похоже? Я считаю одно лицо. Да. Вот кому интересно, можете отсканировать меню и посмотреть, что здесь есть. Классно. Вот, а мы ждем, что нам принесут. Не прошло и 10 минут, как уже все принесли. Здесь очень быстро все приносят. Вот это как раз салатик манго. Ой, манго, говорю, авокадо. Он такой большой, смотрите, вот моя рука. Вот, то есть на двоих вполне себе. Здесь лучок, зелень, кунжут, авокадо, соус. В общем, сами все видите. Потом вот, конечно, король стола нашего — это ребра. Смотрите, с каким классным соусом. Очень аппетитно выглядит на листочке на таком. И с лаймом. И тоже соус, кто хочет, и, скорее всего, он остренький. Дальше мы смотрим, это кокос. Вот, фирменный у них такой прям штампик на кокосах. Вот там видно кокосовая водичка. Очень освежает в супер просто. И вот Аделина себе заказала это ананасовый шейк. То есть с молоком, со льдом. Очень вкусно. Вот с такими огромными трубочками. Просто смотрите, какое мясо. Оно прям тает во рту. Очень мягкое. Такое вот я кусочек уклонил. В общем, они умеют делать. Там была надпись, типа, возможно,
лучшие ребра в мире №1, короче, Да, в это заведение. Вообще не удивлюсь. Ну, почему-то верится. Даже можно есть, знаете, руками. Смотрите, вот как, да? Вот смотрите, она прям отслаивается. Кусать не надо, да. Какие-то прям М. усилия прилагать точно не надо. Тает во рту. Косточка, видите, она отслаивается. Аппетитно обедаете, Константин Аркадьевич. Приятного всем аппетита. Жить сразу съесть. Оно нежнейшее. Оно тает во рту. Простите меня, веганы, вегетарианцы, если вы это смотрите, но мясо фантастически вкусное просто. Поэтому пользуйтесь. TripAdvisor — это очень классная штука. У нас еще не было, по-моему, откровенно плохих прям заведений, куда мы ходили по этому рейтингу, правда? Вот наш обед весь в этом ресторане вышел на 1140 бат. Мы брали по одной порции на двоих, потому что огромные порции, смотрите, вообще ничего не осталось. Потому что мы этим мазом довольно легко. Да, в общем, все съели, классно. Я вот так классно поел, что весь заляпался, но вообще молодец. Так что вот, сюда еще обязательно придем. Ну, конечно, не каждый день здесь кушать, но вкусно. Мы приехали в заведение, которое называется Kata on Fire Grill. Специализируется на гриле, ну, в общем, на всем морепродукты на огне. Название вот. Bar and Grill. Вот так выглядит заведение. Вот тоже эмблема. Тут можно на улице присесть, а можно присесть там, в зале. Есть парковка. Вот там для байков, для машин, я думаю, тоже такое свободное место. Здесь вот кухня. Мы уже второй раз здесь. Первый раз все очень понравилось, все очень было круто. Сегодня заказали чуть-чуть другое. И посмотрим, как внутри. Ну, внутри очень просто, максимально просто. Ну, кондиционер есть, круто. А вот Аделина, ты что-то ждешь? Да. А чего ты ждешь? Я жду, пока мы с Константином сейчас возьмем меню. А почему у тебя шишка вот здесь? Шишка. Она натерла просто, красненькая. Я жду, пока мы с Константином возьмем меню сейчас. Посмотрим, что там есть. И выберем. И порекомендуем вам, наверное, уже то, что мы пробовали, что нам понравилось. Все, ждем. Итак, заведение Kata on Fire. Bar and Grill. На первом месте в районе Ката находится этот ресторан. Это по рейтингу TripAdvisor. Мы здесь уже один раз были и очень все понравилось. Второй раз зашли. Просто вот первая моя рекомендация вам — это барбекю из говядины. Что пролетело плохо? Барбекю из говядины. Это такая сочная говядина на огне. Я вообще говядину мало кто делает. Я вообще шашлыки редко делаю. А здесь с ананасом. Мне тоже что-то понравилось. Здесь все, что есть, наверное, будет вкусно. Ну вот проверим. Хотели мы заказать... Что-то хотела мидии в сырном соусе, да. И я что-нибудь закажу. В общем, вот, смотрите, такие цены. Сэндвич с ветчиной и сыром 190 бат. Пицца 250 в среднем вся. Любая пицца здесь 350 есть. Вот. Рис. Вот, очень популярно в Тае. Apple Fried Rice. Это жареный рис в ананасе. Стоимость от 160 до 260 бат. Вот тайские супы. Коконат суп, известнейший. Кокосовый суп. Том-ям. Очень вкусные здесь все. Смотрите, что нам принесли. У меня спаржа с креветками и капуста с морковью. Это здесь классика. Здесь соки. Это не смузи. Шейк, наверное. Вот watermelon, арбуз, вполне ананасовый. Очень вкусный. Апельсиновый. Ага, апельсиновый. Встречали Да. день, у нас такой яркий не бывает. И вот смотрите, какое у меня блюдо. Это у нас мидии в сырном соусе. Еще вот нарезку такую, спасибо. Thank you.
Да, выглядит так же. То есть как классно, она такая сочная. Где? Здесь драгонфрут, манго, арбуз, ананас, маракуйя. Passion fruit. Давайте сначала попробуем. Начинаем мы с мидий. Мидии, смотрите, как они выглядят. Раньше я такие не ел, только ел устрицы, но мне не нравится. А здесь Подожди, мы в Сочи ели в мидийном месте очень много мидий. там были без Там были соуса. сливочный том-ям. Да, там все перемешку. А здесь вот так. Чесночок почему-то. А сыр? И сыр, да. Чеснок прям кусками? Я надеюсь, нет. Не-не-не. Здесь их, кстати, хвалили. Ой. Реально вкусно? Очень вкусно. Всё, зря ты мне это сказал. Давайте попробуем. Это прям такой острый, не острый, а яркий, насыщенный вкус. Раскрывается. мясистые. Да. Ничего противного нет, прям вкусно. Сочетание вообще потрясающее. Мидии и сыра. Чеснока и сыра. Кому не нравятся, например, сырые вот мидии, вот вам идеальный выход. Берете вот Очень вкусно. так, и очень вкусно, да, здесь какие-то вот и помидорки даже есть. Даже я вообще не любитель морепродуктов. Не любитель рыбы и прочего. Мидии я ела в мидийном месте в Сочи, мне нравилось, но иногда. Здесь я начала есть креветки. Очень активные, и вот здесь они мне очень нравятся. Потому что здесь я ощущаю креветки. Посмотрите, какие они большие все, они всегда вот такие большие. Наверное, сорта какие-то разные. Наверное, да. Чаще всего вот такие средненькие. Бывает еще больше. Бывают очень огромные такие креветки, прям королевские называют. Там одной можно наесться. Ну-ка, давайте попробуем. Это спаржа у тебя, Это да? спаржа, да. Хороша спаржа. Трава. Ну нет, спаржа у нее же очень плотный вкус на самом деле. Она умеет всегда выдергивать хвост от креветок. У меня всегда остается почему-то. Ну вот. Как тебе креветочка? Хрустящая? Она сочная. Я думала, про креветку так сказать нельзя, но можно. Это сочная креветка. Она прям, вот у нее вкус креветки максимальный. Обычно ешь креветку, и тебе хочется, думаешь, блин, тут недостаточно. Вкуса недостаточно. Да я прожевала и все. А здесь одной креветкой можно вот прям наесть. Ну, то есть именно вкус почувствовать креветки. Поэтому, если будете в Тае, обязательно ешьте морепродукты. Даже если вы их не любите, попробуйте. Есть вероятность, что вы их полюбите. А еще, если вы в Тае, ну, разумеется, это Тай это про фрукты. Вот. Мы уже подъели то чуть-чуть. Манго. Вы не представляете, какой он вкусный. Вот. То есть они всегда хороший манго. Но вот именно этот он такой сочный. Я не знаю, как это объяснить словами. Как самая вкусная конфетка. Сочная конфетка. Она, причем не холодная, а теплая, но теплый манго тоже прекрасен. Раскрывается вкус именно вот когда слишком холодно, ледяной, например, как вот это у нас напитки, надо немножко подождать. А вот когда тепленький, супер. Аделина уже ест маракую. Даже не морщусь. Очень вкусно. Он кисленький, да, с таким, Кисловато-сладкий такой у него необычный привкус. с косточками, которые хрустят. Вот наш чек. Получилось 790 бат. Для кафе это дорого, для ресторана это такая нормальная цена на двоих, 790. Здесь два фреша, одна тарелка с фруктами, мидии в сырном соусе и креветки со спаржей. Как-то так. Мы приехали поесть в популярное заведение, названия здесь, конечно, нет. Это заведение в TripAdvisor 3-е место по Кате. И вот сейчас Константин у нас уже сел. Мы посмотрим, что есть в меню. Меню с напитками и меню. Как называется отель? А нам принесли нашу еду. У меня пад-тай. Это классическая лапша тайская
Лапша, курица, морковь, перья лука, арахис, тофу, сыр и зелень. Также здесь у нас шейк. У меня ананасовый, у Константина арбузный и у Константина патси. Это просто потрясающая тайская еда. Вот здесь, видите, лапша такая очень тонкая. А здесь, сейчас вам покажу, патси — это очень широкая лапша. На вкус просто потрясающий. Ну и на вид, конечно. Мне прям очень нравится. Вот пришел Константин, сейчас он будет пробовать и рассказывать вам, какой на вкус патси. Это подтаить? Это у меня паттай. И видите, тонкая лапша. Такая классическая, ее можно назвать. Мне очень нравится тем, что здесь есть арахис. Можно ее обмакнуть в арахис и поесть. Я не знаю, в чем секрет, но здесь они готовят просто потрясающе. Она не склеенная, она сочная, она упругая. Вот такая лапша мне нравится. А я пока не начал сюда же есть патси, но уже выпил весь шейк, потому что он очень вкусный, очень классный. Ну, так мало его вообще. А теперь попробуем патси. Это не паттай, это патси. То есть это пошире лапша. Смотрите. Вот Сейчас мы покажем, чем отличается. Видите, какая огромная она лапша? пошире. Здесь немножко другой соус. Казалось бы, тоже курица, тоже орешки вроде бы. Нет, там нет тофу. Нет да. тофу и орешков. И другой соус. Но она очень такая прям вкусная, нежная. У него вкус, не знаю, как это называется. Какой-то соус прикольный. Приятная лапша. Ее кушаешь и такой очень нейтральный вкус. Он не острый, не сладкий, не какой слишком соленый. Просто ешь и вкус лапши. Ну и курица, и очень классно. Именно в этом кафе, заведении. Оно входит, ты сказал, Да, Топ. третье место. топ-3, да, TripAdvisor. Кажется. И не зря, потому что вот эта вот морковь, да, она Альденте. альденте, да. То есть прожарена, но сырая, что поджарена. И вообще мы патси мало где видели здесь, да? Возможно, он где-то есть, но называется по-другому. По-другому, да. Поэтому, Говорите, паттай с большой лапшой. Big noodles. да, возможно. А еще я люблю с соком лайма, но Константин лайм не кладет. Я прям обильно поливаю еще и забираю у него. Ну, ты полил, возможно, давай полил. Конечно. Но Кислинка. Да. Спрызнута буквально. Идеально. Уже кислиночкой. Многим надо чуть-чуть совсем прошел. ну все, мы будем есть паттай и патси, поэтому рекомендуем вот это место, так же, как и в принципе и предыдущие. Наша рекомендация на Пхукете. Вот такой вот уже не очень красивый стол, который мы поели. Все вместе вышло Вы у просто нас. сравните, это я поел, а это она. Как Ну, это у меня можно было есть? очень Ей ничего не много. нравится здесь. Я Она вам все врет. И она ничего вообще не любит есть. Вот Знаешь, я у меня был- была целая тарелка, у тебя меньше, просто было в 3 раза. У меня была целая тарелка, курицы было просто, как будто мне целую нарубили, поймали. Я съела почти целую, но осталось чуть-чуть. Что такое не нравится? Получилось. В общем, все вместе вышло у нас на 525 бат. Это паттай, патси, 3 шейка и вода. Так что вот так мы поели. А теперь Надо сказать, что это национальная кухня. И это одно из немногих, что нам нравится. На самом деле, из тайской кухни далеко не все нравится. Там то кислое, то сладкое. то- даже то- паттай не везде нравится. И паттай тоже не везде. Мне вот паттай не очень нравится. Из своего соуса оригинального, традиционного, ну никак. А вот патси хорошо. И еще парочку блюд. Классно. В общем, классное кафе. Мы здесь уже не первый раз, и еще приедем. Мы регулярно вообще, мне кажется, Да, здесь. нам нравится. Здесь какая-то такая непринужденная обстановка. Хоть и по открытым, как бы, ну, то есть нет кондиционера, но есть вентилятор.
Хорошая. Да. Мы пошли. Сейчас мы находимся в типичном тайском кафе. И меню здесь, посмотрите. Здесь только тайская кухня. Никаких европейских блюд. Есть все. Классический жареный рис с креветками, с курицей, со свининой, том-ям, ну и прочая тайская еда. Все здесь максимально просто, но при этом здесь очень вкусный рис, ну, по нашему мнению, опять. Нам уже принесли с пылу с жару наш обед. У меня жареный рис с курицей. Здесь, правда, еще всегда кладут такие вот, как сказать, стебли травы. Я не знаю, что это за трава. Лайм обязательно. Вообще, это очень классная тема. Есть, оказывается, с лаймом. И у Константина, что у тебя? У меня сыр фрайд нудл. То есть где-то она называется патси, где-то просто пожаренная лапша. Ну, мне такая нравится. Одна из немногих блюд тайских, которые могу есть. Такая вот лапша широкая она. Бывает жирная, бывает нет, но вот здесь вроде хороша. И Ты тоже... ее ел в предыдущем месте. Да, я везде ее ем, ну потому что что еще брать? Можно рис еще взять, да, ну вот я ее взял. Мы находимся в месте, где мы часто бываем, и вот здесь очень недорого. 60, ну примерно по 60, по 70 бат стоит блюда. И напитки тоже можно взять. Напитков здесь мало, то есть нет кофе, чая. Напитки стоят, кстати, вот так. Ты выбираешь, что из этого ты будешь пить. Поэтому нам приятного аппетита, вам приятного аппетита, если вы едите. То есть в Таиланде можно питаться очень экономично, на самом деле. 60-80 бат за порцию. Ну и плюс напиток. Напиток вообще можно с собой приносить, какой-нибудь воду. Так что вот, очень даже питательно, вкусно. Может быть не так полезно, но жить можно. Поподробнее, что входит в лапшу патси или stir-fried noodle. Сначала, конечно, лапша. Вот это вот такая, так она выглядит, широкая. Вкус необычный. Раньше такого никогда не ел вне Таиланда. Потом я с курицей взял. Бывает с морепродуктами или с креветками, например. Но вот можно с курицей. Курица всегда здесь очень классно готовят. Очень нежная, хорошая. Потом разная зеленушка. Вот какой-то стебель какого-то растения. Потом лучок там еще, а не лучок, а вот какой-то тоже трава, короче, вот такая вот, которая застревает в зубах постоянно. Потом яйцо. Яйцо, они везде кладут это яйцо. Потом такие грибочки. Грибы здесь вообще сплошь и рядом продаются и очень вкусные они. Потом морковка, кусочки. Ну, в принципе, вот и все. То есть довольно много всего. Еще вот, конечно же, был лайм. Вот лайм я уже выдавил. Соком лайма вкус приобретает немножко более кисловатый. Вот в таком виде мы попали под ливень, ехали на байке только что. Кисловатый немножко вкус. И, ну, в общем, есть можно, вкусно, можно наесться. Может быть, не так сытно, там, не на весь день, но зато недорого и доступно везде. Это одна из самых доступных блюд. Вот пад тай еще есть и патси. Сплошь и рядом продаются везде. Можно даже дешевле найти, можно за 40 бат найти, где-то там. В местах особо туристических там уже подороже. Вот сегодня мы были в одном месте, где термальные источники. Эти видео скоро об этом выйдет. И там около 150 вроде стоит вещь, где здесь стоит 60, то есть в 2 раза дороже. Ну, в общем, понятно. Рынок. Так что вот. Ну, очень нормально. Некоторые блюда тайские нам очень нравятся и очень вкусно. Наш обед вышел на 160 тайских бат. Ну, в общем, я считаю, очень недорого. Вот мы все съели. Очень классно. В общем, нормально. А если с собой брать, вот если вы будете путешествовать по Азии, ну и вообще везде, мы тоже хотим купить такие бутылочки, наполнять их водой и с собой таскать. Это удобно, это экономично.
Не нужно брать разные вот эти вот вредные напитки, газировки, если у вас нет больше выбора. Вот, с собой просто носите и класс будет. Так что вот, сейчас мы еще сделаем итог. Хотели бы подытожить, мы были всего лишь в нескольких кафешках, где нам понравилось. А на самом деле кафе, ресторанов и всяких забегаловок в Таиланде очень много. Здесь какой-то культ еды. Много людей кушают, дома мало кто готовит, но это прям точно. И завтракают, и обедают, и ужинают. Все здесь. Есть рестораны разные, и рестораны мишленовские, например, которых Мишлен заметил, есть со звездами, есть совсем дешевые, в зависимости от того, где вы находитесь. Если это какая-то туристическая зона, то, разумеется, там будут цены повыше, если около пляжа еще выше. Мы выбирали разные. Много где мы еще не были, конечно, очень хотели бы показать интересные места, например, где готовят сами, то есть вам приносят сырые продукты, а вы сами готовите, может быть, как-нибудь покажем. И вот на любой вкус и цвет. Еще хотел бы добавить то, что вот на наш вкус нам эта еда тайская не очень подходит. Ну, примерно 10% блюд мы можем кушать, такие, ну, вкусные. Остальные так себе, конечно. То острое, то сладкое, как-то вкус такой вот. Но кому-то может понравиться, например, то есть мы даже не можем передать вкус на камеру, поэтому вам нужно самим сюда приехать и посмотреть. Некоторые блогеры пишут, что им очень все понравилось, но поэтому, а нам вот не очень все понравилось. Поэтому вам нужно приехать и посмотреть. Но есть много на Пхукете, особенно и европейской кухни, мы эту не берем, мы рассматривали в основном только вот тайскую кухню. И так что я думаю, что с голоду не умрете. Вот такой вывод.